Библия гласит, что Содом был одним из 5 городов в Иорданской долине, которые были известны своей греховностью. Наказание жителей Содома было ужасным. Бог уничтожил их огнем и раскаленной серой. Город был стерт с лица земли. Это очень суровое наказание за грехи. Когда Бог проклял Содом и Гоморру, Он проклял и росшие там растения, среди них и обычные яблоки. Колотропис высокий или содомское яблоко. В книге историка Иосифа Флавия «Иудейские войны» говорится о дереве, произрастающем на месте испепеленного Богом города. Смотрите, мы нашли все-таки дерево, знаменитое содомское яблоко. Но если вы думаете, что внутри там плод, вы ошибаетесь. Давайте попробуем посмотреть, что внутри. А внутри семена. Вот так и получилось. Из наливных яблочек получилось то, что получилось. На вид яблоко, а внутри коробочка с семенами. Так что наливных яблочек нам поесть не удастся. То, что выглядит как яблочко, это незрелая семенная коробочка. Ой, а еще мы нашли уже открытые семена. Смотрите. Красиво. Вы знаете, удивительно, оно и цветет, и плодоносит, и семена дает. Содомское яблоко – особо засухоустойчивое растение. Широкие листья не характерны для растений пустыни, покрыты толстым слоем воска, который предотвращает испарение, а блестящие листья отражают солнечные лучи. Обратная сторона листа такая бархатистая. В древности содомское яблоко активно использовалось. Из волокон семян делали фитильки для масляных светильников. В Талмуде указывается, что фитили из волокон этого яблока в субботу зажигать нельзя. Вероятно, это связано с содомским проклятием. А еще из волокон этих семян ткали дорогие тонкие ткани. Ой, прям млечный сок. Кстати, он ядовитый. Какого черта я тут? Вот. Ух ты. Вот такая история про Содом и содомское яблоко. Ребята, делайте выводы. Будьте добрее. Мухи. Нигде в Израиле нет столько мух, как здесь. Вроде бы они прилетают сюда из Иордании, где размножаются на полях, которые иорданцы удобряют неочищенным птичьим пометом. Местные власти борются с мухами, устанавливая ловушки для них вдоль иорданской границы. Представляете, что было бы, если бы этого не делали? Друзья, я желаю вам, чтобы в вашей жизни никогда не было Содома. Всем пока. Увидимся в следующих путешествиях.